I'll never smile again until I smile at you. At you. I'll never smile again. Good as Привет! Это наш первый день в Рио. Мы уже позавтракали, поработали и готовы ехать изучать этот город. Мы уже вызвали такси. Оно должно приехать с минуты на минуту. И мы поедем смотреть на достопримечательность номер 1 этого города. Угадаете, что это? Мы собирались идти пешком, но это где-то 3 часа. Поэтому мы вызвали Uber, который будет стоить нам 7 реалов, что это где-то $1. Нам еще нужно немножко подняться. Это стакан с Иисусом, чашка с Иисусом, наберной знак с Иисусом, зонтик, футболка, кепка, но на ней нет Иисуса. Это брелок. Это магнитик уже. Маска даже есть с Иисусом. О, даже есть этот монопод. Таня, ты хотела монопод? 39. Ого, это дорого? Таня. 59,99. Я в шоке. Что в нем? Золото? И ты купила очень много вещей. Не, я не купила, мне их не было. Очень странно, что самое популярное место, я думаю, вообще в мире. И здесь так сложно разобраться, куда нужно идти, потому что мы без понятия. Там были маршрутки, такие мини-автобусы, которые, наверное, везли туда. Но поскольку у нас нет денег, мы решили идти пешком. И нам сказали, что мы должны идти вот здесь, вот. Так выглядит путь к статуе. Вы можете услышать, это какая-то канатная дорога или поезд, на котором можно туда поехать. Но он стоит, поскольку сегодня суббота, 80 реалов, это $10 больше, 13. Что, извините, много. Если можно и пойти, почему не пойти? Все смотрели на нас, потому что кто еще будет идти пешком? Да, прямо. Одну часть пути мы шли сквозь джунгли, а вторую часть пути мы будем идти по этой дороге. Таня уже устала. Это наша личная смотровая площадка. Еще где-то час. Здесь нет машин, потому что сюда въезд запрещен. Здесь ездят только мини-автобусы. Отсюда уже открывается прекрасный вид. Маршрутки. Нам пришлось купить билет, который стоит 34 реала. Один, что очень много, кстати, но не важно. И там специальный вход для людей, которые пришли сюда. Мы сзади Иисуса. Какой здесь вид. Сколько людей. Привет. Он такой маленький. Маленький. Ну да, кстати. Это мы. Чего? Все Иисусы. Да. Что по людям, Тань? По людям это именно киевское метро в час пик. А что по оригинальным фото? По оригинальным фото я не разбираюсь в оригинальных фото, потому не спрашиваю. Их немного. Здесь много вертолетов, кстати. Очень часто летают вертолеты. Таня подрабатывает. Таня, почем? Что платят? Платят непонимание. Непонимание. Я не понимаю, что происходит. Сбылась наша мечта, мы увидели эту знаменитую статую, этот монумент. Какие твои впечатления, кстати?
хорошая. Я Хорошая. всегда мечтала посмотреть на эту статую. Я видела ее только в кино. Сегодня увидела глазами. Там много людей. Мы смотрели видео до этого, людей тоже там было очень много. Я думаю, сегодня меньше людей, чем сезон, конечно же. Хотя Да. сегодня суббота. Ой. Еще я полетал на дроне. Было очень опасно, потому что много вертолетов летает, а вверху очень много людей, а здесь деревья. Поэтому, если вы не продвинутый пилот, лучше не рисковать. Очень много факторов риска, но мы это сделали. У нас есть красивые кадры статуи. Вот они. For tears would fill my eyes, my heart would realize that our И мы возвращаемся по той же тропе, потому что мы хотим свернуть и пойти в другую часть города. Так что пожелайте нам удачи. Спасибо, что были с нами. До встречи. Пока. Так, ну если ты там прошел, то я там не пройду. Ой. Эй-эй.